О том, куда вложить 10 тысяч рублей, чтобы заработать, смотрите в этом видео. Существует множество способов, куда можно вложить 10 тысяч рублей, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Далее будут приведены топ-5 проверенных способов инвестирования по мере возрастания возможной доходности. Способ первый – банковский вклад. Банковский вклад – это один из самых консервативных способов инвестирования, который обеспечивает гарантированную доходность и относительно низкий уровень риска. Открыть вклад можно в любом банке, выбрав подходящие условия, сроки и размер процентной ставки. Плюсы банковских вкладов – надежность и безопасность. Банковские вклады являются одним из самых надежных и безопасных инвестиционных инструментов. Вкладчик получает гарантированный доход без риска потери инвестиций. Простота в использовании. Открытие банковского вклада является очень простой процедурой, и от вкладчика не требуется большое количество знаний и опыта в инвестировании. Гибкость. Вкладчик может выбрать период инвестирования в зависимости от своих потребностей и целей, начиная от нескольких месяцев до нескольких лет. Минусы банковских вкладов. Низкая доходность. Банковские вклады обычно имеют низкий процент доходности, который может быть меньше инфляции. Это означает, что вкладчик может получить небольшую прибыль, которая может не покрывать инфляцию. Необходимость уплаты налогов. При получении дохода от банковского вклада вкладчику нужно платить налог на доходы физических лиц. Низкая ликвидность. Вкладчик может не иметь доступа к своим средствам до истечения срока вклада, если это не предусмотрено условиями договора. Либо будет возможность снять деньги только со штрафными санкциями или потерей процентов. О том, как и где открыть вклад под высокий процент, вы можете посмотреть в отдельном видео на нашем канале. Способ второй – облигации. Можно вложить 10 тысяч рублей в облигации. Представляют собой долговые ценные бумаги, которые эмитент, компания или государство, обещает вернуть с определенным процентом, купоном, через определенный срок. Вложения в облигации обычно считаются менее рискованными, чем в акции, но более рискованными, чем в банковские вклады, поскольку выплаты по облигациям зависят от кредитоспособности эмитента и изменения ставок на рынке. Также стоит учитывать, что облигации с разными сроками погашения могут иметь разную степень риска и доходности. Если вы решите вложить 10 тысяч рублей в облигации, то вам необходимо выбрать конкретные облигации и эмитента, в которого вы хотите инвестировать. Облигации можно купить как на первичном, так и на вторичном рынке. На первичном рынке облигации продаются напрямую эмитентам, на вторичном рынке уже после того, как они были выпущены. Плюсы инвестирования в облигации включают потенциально более высокую доходность, чем на банковских вкладах, разнообразие возможностей выбора облигаций с разными сроками погашения и купонными ставками, высокая ликвидность, поскольку облигации можно легко продать на вторичном рынке. Минусы инвестирования в облигации. Риск дефолта, невыплаты по облигациям. Риск изменения ставок на рынке, который может повлиять на цену облигаций. Ограниченность возможности защиты от инфляции, поскольку купонные ставки обычно не регулируются. В целом, инвестирование в облигации может быть хорошим выбором для тех, кто ищет относительно низкий риск и стабильный доход. Однако перед инвестированием в облигации необходимо тщательно изучить кредитоспособность эмитента и риски, связанные с изменением ставок на рынке. Подробнее узнать про облигации можно в одном из наших видео. Способ третий – инвестиционные фонды. Инвестиционный фонд – это совокупность активов, таких как акции, облигации, денежные средства и другие финансовые инструменты, которые управляются профессиональным инвестиционным управляющим. Фонд собирает деньги от инвесторов и инвестирует их в ценные бумаги, недвижимость, золото и другие активы в соответствии со стратегией инвестирования фонда. Каждый инвестор приобретает долю в фонде пропорционально внесенным им денежным средствам. Плюсы вложения в инвестиционные фонды. Доступность. Вложить деньги в инвестиционный фонд можно уже с небольшой суммы, что делает этот инструмент доступным для большинства людей. Диверсификация. Вложение в инвестиционный фонд дает возможность инвестировать в различные виды активов, что снижает риски инвестирования. Профессиональное управление. Инвестиционный фонд управляется профессиональным управляющим, что позволяет инвестору избежать необходимости самостоятельно принимать решения по управлению инвестициями. Ликвидность. Вложение в инвестиционный фонд легко можно продать по текущей рыночной стоимости. Минусы вложения в инвестиционные фонды. Риски. Хотя инвестирование в инвестиционные фонды снижает риски,
нельзя исключить возможность потери денег. Кроме того, существуют различные виды инвестиционных фондов, которые могут иметь разный уровень риска, так что инвестору необходимо быть осторожным при выборе фонда. Комиссии. Инвестирование в инвестиционные фонды связано с определенными комиссиями, которые платятся за управление фондом и его инвестиционной деятельностью. Инвестиционные фонды – это прекрасный способ диверсифицировать инвестиционный портфель и получить доступ к разнообразным инструментам и рынкам, которые инвестор, возможно, не сможет получить, инвестируя самостоятельно. Они также могут быть полезны для новичков в инвестировании, которые не имеют достаточного опыта или знаний для выбора отдельных акций и других инструментов. Способ четвертый. Акции. Инвестирование в акции – это один из самых распространенных видов инвестирования, который позволяет получать высокую доходность при определенном уровне риска. Акция – это доля владения в компании, и купив ее, инвестор становится ее совладельцем и имеет право на долю прибыли компании. О том, как выбрать акции для инвестирования, на нашем канале будет отдельное видео, поэтому рекомендуем подписаться, чтобы не пропустить его. Как купить акции на бирже? Покупка акций на бирже – это процесс, который позволяет инвесторам приобретать и продавать акции различных компаний. Для этого необходимо открыть брокерский счет у надежного банка или брокера, который имеет доступ к бирже. Ссылку на проверенную компанию вы найдете в описании к данному видео. Чтобы купить акции на бирже, нужно выполнить следующие шаги. Первый. Открыть брокерский счет. Для начала необходимо выбрать банк или брокера, у которого будет открыт счет. Второй. Пополнить счет. После открытия счета необходимо пополнить его деньгами. Третий. Выбрать акции. Инвестор должен провести исследование и анализ компаний, чтобы выбрать наиболее перспективные акции для инвестирования. Четвертый. Сделать заявку. После выбора нужных акций нужно сделать заявку на их покупку через торговую платформу. Пятый. Подтвердить сделку. Если заявка выполнена успешно, инвестор должен подтвердить сделку. Шестой. Получить акции. После подтверждения сделки акции будут зачислены на брокерский счет инвестора. При продаже акций процесс аналогичен, только вместо покупки инвестор продает акции на бирже. Инвестор, который хочет вложить деньги в акции, должен быть готов к риску, иметь знания финансового рынка, быть терпеливым и принимать разумные решения на основе своих возможностей и целей. Более подробно, как купить акции физическому лицу, смотрите в одном из прошлых видео. Способ пятый. Криптовалюты. Вложение в криптовалюту может принести большую прибыль, но также сопряжено с большими потерями. Вот несколько шагов, которые помогут вам вложить 10 тысяч рублей в криптовалюту. Первый. Выберите надежную биржу. Исследуйте различные биржи и убедитесь, что они имеют хорошую репутацию, обеспечивают безопасность ваших средств и имеют поддержку нужных вам криптовалют. В описании под видео мы приведем одну из лучших криптовалютных бирж. Второй. Определите, какую криптовалюту вы хотите купить. Есть множество различных криптовалют, и каждая из них имеет свои особенности и потенциал для роста. Выберите криптовалюту, которая вам интересна и которую вы считаете перспективной. Третий. Определите свои инвестиционные цели и риски. Разработайте инвестиционную стратегию и придерживайтесь ее. Четвертый. После того, как вы определились с биржей, криптовалютой и стратегией, вы можете покупать криптовалюту на выбранной бирже. Инвестирование в криптовалюту может быть привлекательным, поскольку криптовалюты являются новым и быстро развивающимся рынком, который обладает потенциалом для высокой доходности. Кроме того, криптовалюты могут быть использованы для различных целей, включая покупку товаров и услуг, инвестирование и перевод денег. На этом пока все. Если было полезно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Удачных вам инвестиций!